Всем привет, с вами я, Артем, это канал Игромания, и сегодня у нас будет еще одно видео по игре Event Horizon. Собственно, сегодня видео будет, на удивление, не о модах, сегодня будет видео о нашем любимом ванильном Event Horizon, о одной сборочке, которая меня зацепила, которая мне понравилась. Эта сборочка будет на имбирь МК2, объясню почему, и отдельное спасибо стоит сказать вот этому челику, который, можно сказать, вдохновил меня на эту сборку. Ну и что ж, погнали. Ну и, собственно, сборка на этот имбирь МК2 выглядит следующим образом. И главное, что меня зацепило в этой сборке, это ионки. На том скрине были маленькие ионки, я вообще не полностью под копирку перестраивал этот корабль со скрина, это вообще имбирь МК2, на скрине был просто имбирь МК1. Ну и главное, что меня зацепило, это все-таки ионки. Просто представьте себе, две тяжелые ионки на фрегате. То есть это ванильный фрегат, и на нем две тяжелые ионки. Как мне кажется, это уже выглядит очень устрашающе. На корабле стоит генератор помех, а также автопилот, потому что играть на имбирь МК2 и вообще играть на имбироподобных кораблях, честно говоря, я не готов. В первую очередь я постарался забустить именно скорость поворота. Возможно, это неправильно, но как мне показалось, именно скорость поворота очень сильно помогает автопилоту лучше играть на корабле, что ли. Также у кого-то мог возникнуть вопрос, почему я поставил маленькие двигатели вместо одного большого. Собственно, на самом деле в этом реально есть логика, это не я ошибся. Просто большой двигатель дает меньше скорости к повороту, а как я говорил, я пытаюсь именно поворот забустить, поэтому есть смысл ставить именно маленькие двигатели. Также хочу предупредить, что корабль собран на чистом золоте, поэтому собрать точно такой же будет очень тяжело, как мне кажется. Ну и я просто хочу вам показать, грубо говоря, максимум того, что можно выжать из этого корабля. Ну и последнее, что стоит сказать, с помощью верфи я на корабль повесил автонаведение, уменьшил массу на 20% и увеличил регенерацию. Ну а теперь я предлагаю перейти к полевым испытаниям имбирь МК2. Как видите, проблема корабля заключается во многом в том, что он далеко не всегда попадает. Я пытался с этим что-то сделать, но у меня так и не получилось. Единственное, что я сделал так, что он чуть-чуть у меня поточнее, как мне кажется, стал стрелять, но, как видите, все равно недостаточно. С другой же стороны, несмотря на то, что автопилот далеко не всегда попадает, он все равно попадает чаще меня, потому что лично я бы, скорее всего, очень жестко подставлялся, чтобы попасть. Автопилот же, может, и попадает редко, но зато он не подставляется, и в этом главная его ценность для нас, можно сказать. Как видите, корабль все-таки справляется со своей работой, он сам еще не погиб, но при этом уже уничтожил один корабль. Смотрим дальше. Как видите, корабль смог зачистить целый уровень. Предлагаю посмотреть на еще пару уровней, на то, как он будет справляться с ними, и уже потом перейти к титанам. А вот и первый достойный соперник, который смог дать отпор имбирь МК2. Однако давайте дадим ему еще один шанс.
Как видите, с пятой попытки Имбира смог справиться даже с этим кораблем, хотя тут нельзя сказать о том, что, например, искусственный интеллект сам до этого дошел, скорее ему просто повезло. Ну а теперь предлагаю взглянуть на то, как этот корабль будет справляться с титанами, а уж поверьте, с ними он тоже в какой-то степени справляться может. В один момент Имбира начала вот так вот летать по кругу вокруг Титана, и в этот момент я сначала расстроился, я подумал то, что корабль, можно сказать, в такие моменты будет зависать, и вот так вот тупо весь бой, можно сказать, летать вокруг противника, однако по итогам выяснилось, что по каким-то причинам он все-таки отвлекается от своего кружения вокруг противника и все-таки начинает вести относительно нормальный бой. Через некоторое время битва с боссом стала интереснее, потому что вылетело еще несколько противников, с которыми Имбир МК2 тоже приходилось справляться. Однако, как видите, через некоторое время Имбира смог справиться с противниками, а через несколько минут кружения вокруг Титана он смог справиться и с самим Титаном. Ну а теперь давайте посмотрим на то, как Имбира будет справляться с другими Титанами. Как видите, с Левиафаном Имбира тоже смог разделаться, причем, как мне кажется, без особых сложностей. Мне кажется, ему было с ним справиться даже легче, чем с Колоссом. Чтобы его убить, он даже не наворачивал кругаля вокруг него. Ну а что касается Мегалодона, его смерть настигла вообще быстрее всех. Ну а теперь давайте посмотрим на битву с очень серьезным челиком, на битву с Дредноутом. Как видите, сколько бы я ни перезапускал битву, Дредноут все равно побеждает. Связано, как мне кажется, это с тем, что все-таки на Имбира стоит автопилот, а не искусственный интеллект. Автопилот просто уворачивается от снарядов, которые уже есть. Он не понимает то, что если полететь на него прямо, то он получит ионкой. Он не может это предугадать, он просто уворачивается от снарядов. Он не думает то, что на него не надо подставляться, то, что не надо под лоб лезть его и все такое. В этом, как мне кажется, и заключается его основная ошибка, но опять же, это автопилот, а не искусственный интеллект.
Ну и такая чисто наивная попытка победить Одина. Как видите, против него все тоже очень плохо, и не буду вам показывать, но я пробовал пару раз перезапустить, ничего у него с ним сделать не получается. Ну и все-таки хочется закончить подборку битв с Титанами какой-нибудь победой имбира, так что давайте. Ну и последнее, что я бы хотел сделать, это посмотреть на то, как будет имбира действовать в условиях полного хаоса на карте. Сначала имбира достаточно сильно пробили, и в этот момент я даже испугался, думал то, что все, имбира конец, однако со временем он стабилизировал ситуацию, и как видите, на карте сейчас всего 3 противника, и имбира себя очень хорошо чувствует. Спойлер, он не умрет. Ну и на этом я уже, наверное, предлагаю заканчивать. Если кому интересно мнение по поводу сборки, сборка крутая, но собирать ее явно не стоит. Объясню почему. Чтобы эта сборка реально работала, на нее нужно вбить очень много всего. Опять же, модули на ней все золотые и все такое, поэтому, ну не знаю, вы, конечно, можете собрать ее чисто по фану для себя, если у вас очень много свободного времени и ресурсов, но если вы хотите, например, как бы пройти игру поскорее или еще что-то, то этот корабль навряд ли для вас. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, так это то, что мой канал не только по игре Event Horizon, например, недавно начали выходить видео по игре Faster Than Light, это тоже игра про космос, как мне кажется, она достаточно прикольная, так что если ты еще не видел, обязательно чекни. Теперь точно все сказал, что хотел. Подписывайся на канал, если ты тут впервые, или можешь оценить это видео лайком, если он тебе понравилось. Пиши комменты, делись с друзьями, можешь оставлять какие-нибудь новые идеи, или даже присылать мне в ЛС билды, если билд будет реально крутым, а самое главное фановым и интересным, то вполне возможно он попадет в следующее видео. Ну и все на этом, да. Всем до встречи, всем удачи, всем пока-пока.